выяснить, что это за человек, почему он здесь живет, почему он мешает туристам отдыхать, почему он трогает русских женщин своими руками, почему он кричит и тыкает пальцем в меня. Так, про что мы разговаривали? Про танцы? Ну вот, да, мы тут постигаем дзен, нам Бог посылает испытания. Вот, Всевышний Создатель. Очень легко быть идеальным в идеальных условиях. То есть сидеть, там, медитировать на свой пупок, когда тепло, и бананы сами в рот падают. Вот. А вот тут ходит такой человек Майкл, который возбуждает в людях какую-то кипучую энергию. С ним агрессию. Неоднократно хотели подраться. Но тут в основном ходят русские женщины уже в возрасте. Вот, и мужчины такие тоже. Проблемы-то особо никому не нужны. Конечно, накатить-то ему можно. Это тут проблем никаких не составляет. Но потом же придется иметь дело с полицией. Вот это все. Поэтому приходится как-то так вот. Адреналиновые всплески эти ловить, там, гасить в себе, как-то их это... Говорят, что жизнь будет скучна и пресна без этого. Нужно было иногда вот адреналин в себе прокачивать, Да? хотя бы таким образом. Да, серьезно, да? Вспышку дали. Да, но вот с физиологической точки зрения, если уже адреналин пошел, то его надо как-то выработать. То есть, если он пошел, и мы продолжаем сидеть, там, себя удерживать, он начинает подкислять организм. То есть, это организм, это очень самый мощный из гормонов, самый закисляющий, который дает много энергии для движения, то есть нужно там, не знаю, поприседать, попрыгать, поотжиматься, побегать, ну что-то как-то физически, в общем, его переработать. Да. Так, ну можно перейти плавно к здоровью. Вот да, кстати, вот да. Можешь и продолжить. То есть получается, смотри, какой момент. Поэтому довольно важно вот этот вот гормональный фон себе выравнивать. То есть если, ну, например, если взять отношения в паре, да, мужчина с женщиной, либо женщина находится в угнетенном состоянии, в каком-то постоянно в кортизольном вот этом стрессе, это, естественно, ее будет разрушать. Поэтому либо нужно находить себе отдушину какую-то, ну, я рекомендую физуха, то есть это безотказный метод в любом состоянии, в принципе, даже вот давненько уже был разработан метод ключ, вот, который с помощью простых физических упражнений разгоняет кровоток и восстанавливает деятельность человека. Вот. Ну, в принципе, можно через любые физические упражнения себя маленько там взбодрить или успокоить. Там, дыхание, движение, там, растяжки, музыка, медитация, очень много всего. И также вот в обратную сторону, если женщина, наоборот, слишком сильно угнетает мужчину, то есть он не чувствует в себе лидера, в себе альфу, ну, скажем так, простыми словами, да, то его уровень тестостерона со временем начинает падать. Вот. И в таких парах, где женщина обычно довольно сильно мужчину угнетает, у них проблемы там, с эрекцией или не могут завести детей, даже если там с эрекцией все нормально, но вот состояние семени у человека, у мужчины плохое из-за плохого, низкого уровня вот этого мужского гормона. То есть эмоциональный уровень очень сильно влияет на наше здоровье. Это обусловлено тем, что мы произошли от обезьянок. Обезьянки жили в стаях, у них нету мощных клыков, зубов, когтей, чтобы единолично там охотиться, поэтому они друг друга охраняли в стаях. А когда человек живет в каком-то социуме, нарабатываются уже так называемые зеркальные нейроны. То есть мы друг друга посмотрим друг на друга на лицо и примерно считываем, в каком состоянии человек находится сейчас. То есть можно ли с ним сейчас общаться, или он опасен для нас. Вот. Но это жизненно необходимая функция просто была, которая в нас развилась со временем. И точно так же все эти паттерны, заложенные в процессе эволюции, у нас никуда не делись. И мы также общаемся с людьми, бах, появляется агрессия какая-то, у нас появляется, а какую роль я занимаю в этом стадии, в этой стае, там, я там, достоин чего-то или недостоин. Вот. И в зависимости от этого тоже меняется же гормональный фон. Вот, можно... Проводили много исследований в Советском Союзе, например, еще когда брали группу детей, вот, и там ставили одного мальчика, например, там несколько девочек, вот, и одного мальчика туда садили, там, ну, им какие-то установки говорили, там какие-то сцены, как они будут себя вести. И вот тот мальчик, который был, например, не особо лидером, да, ну, в обычном обществе детском, он тут себя начинал чувствовать уже более уверенно, более раскрепощенный, как бы, и проявлял себя как лидер. То есть очень много зависит от ситуации, от той, в которой мы находимся в данный момент. Вот. Наши эмоции, наша физика, все это очень связано, и можно через одно влиять на другое, в одну или в другую сторону.
То есть, получается, другими словами, те женщины, которые живут в абьюзе, они должны тренироваться, да, или и уходить от абьюзера. Слушай, ну да, абьюз, как правило, это же психологическая зависимость. Один зависит от другого. То есть на своих ногах стоять не может, и нужна какая-то опора, ну, если метафорически говорить. Вот. Кто-то находит эту опору вот в том, что я вот жертва, мне вот надо так быть, вот жизнь такая, по-другому никак не может быть. Ну, разные ситуации могут быть, обычно это какая-то созависимость, то есть один зависит от другого. У одного есть потребность там проявляться, свой характер там показывать, что я тут главный, вот кому-то там необходимо чувствовать какое-то давление над собой. То есть, ну, это психологические вообще темы такие, и, ну, для меня это просто нездоровые отношения. Зачем в них находиться, как бы, мне непонятно. Если раньше гендерные роли были обусловлены физическим миром, то есть у мужчины сильнее физически. Вот. Женщина одна в трудных условиях, ну, не могла выжить, потому что нужна тяжелая физическая работа. Вот. У мужчины руки как бы заточены маленько по другое, у женщины там больше на воспитание детей, да, вот этот вот период есть, там проще какую-то мелкую работу там приготовить, делать что-то руками, то есть, ну, и эти роли были обусловлены. Но сейчас у нас современный мир, в общем-то, мы можем легко выжить друг без друга. Деньги решают все вопросы. Муж на час пришел, починил, отремонтировал, сделал. Как бы эти роли уже начинают меняться. Вот. И зачем оставаться в этих старых паттернах, когда необходимо вот жить именно с этим человеком, когда можно, в принципе, вот уровень выживания закрыт полностью. Даже если человек не сильно хочет работать, вот проблематично умереть с голоду сейчас. Вот вообще проблематично. Вот в наших странах это точно. Нет какой-то необходимости находиться с конкретным человеком, если он тебя угнетает. Вот. Я расцениваю это как покушение на свое здоровье, потому как если у меня эмоциональное состояние все время какое-то угнетенное, то это плохо сказывается на моем здоровье. Вот. А в принципе здоровье и время нашей жизни — это единственное, что у нас есть ценного. Вот. Остальное уже дело техники, как бы. А вот это вот ни время, ни здоровье особо не купишь практически ни за какие деньги. Ну, исключения могут составлять какие-то миллиардеры, которые могут продлить себе там жизнь на какой-то определенный промежуток времени. Ну и то это всяко будет хуже, чем свое собственное. Завидует. Так, по поводу здоровья, да? Давай. Про уровень pH. Про закисление, значит, у человека в теле, естественно, есть баланс. Кислотная среда, щелочная среда. В принципе, нам абсолютные цифры не важны, нам просто важно два понятия вот этих. Обычная среда человеческой крови, в том числе, она больше щелочная. Но у нас происходит много физиологических процессов, которые иногда кровь вот эту закисляют. И если брать аналогию, вот как река, если река течет планомерно, хорошо, нормальное течение у нее, она довольно чистая. Когда начинается какое-нибудь замедление, скажем так, потока, да, река там начинает разливаться, там, как правило, начинается болотина, там какая-то хламидомонады заводятся и прочая вот эта вот живность. В принципе, в нашем организме точно так же. Если давление нашей крови недостаточно хорошо циркулирует по всему организму, то есть образуются где-то какие-то зоны застоя. Обычно вот у людей там нижняя часть живота начинает выпирать. Вот. Там много причин, но самая основная из них, конечно, питание. То есть человек кушает ту еду, которая плохо усваивается либо у него в организме конкретно, либо просто по своим физическим свойствам вызывает вот такие вот процессы закисления. Например, человек на ночь хорошенько покушал, лег спать. Там происходят вот эти вот процессы, слишком много кислоты, и со временем, если вот вы видели, как замачивают, естественно, шашлык, да, там в кислотной среде, в уксус там замочили его на некоторое время, потом мясо такое подтягиваться маленько начинает, такое резиновенькое. В принципе, наши внутренности и наше тело ничем особо не отличается. Если его замочить в кислотном растворе, оно начинает вытягиваться. Вот. И из-за этого в том числе могут быть проблемы с опущением внутренних органов, с вывалением вот этого нижней части живота, вот так вот у людей торчит. То есть там идут процессы
закисление плюс воспалительные процессы. То есть там микрофлора заводится, опять же, кислая среда, малоподвижность, застой во внутренних органах. Там развивается патогенная флора, которая вызывает вздутие вот, и прочие всякие неприятные явления. Поэтому я считаю обязательным несколько раз в день делать хорошую зарядку до выступления пота. Ну, условно, да. Принцип простой. Вот принцип реки, который мы проводим, да, все наше тело должно работать. Все наше тело — это единый организм, единая система. Если какая-то часть этой системы работает неправильно или некорректно, или выключается по каким-то причинам, то наш организм довольно устойчив, и за место выключенной системы включаются синергисты, там какие-то те мышцы или структуры, которые схожую функцию выполняют. Вот, и начинают работать за себя и за того парня. Естественно, нагрузка уже у них не расчетная. И они тоже спустя какое-то время выходят из строя. Вот, и, как правило, вот эти вот мышцы, которые уже за кого-то работают, они начинают болеть. И человек начинает ощущать: ага, у меня болит вот эта вот мышца. То есть, а причину, как правило, она упускается из вида. И начинают разминать шею, там годами люди разминают. Вот, не доходя до причины. Ну, шея болит, это понятно, это следствие. А в чем причина, разбираются редко. Поясни, почему важно делать физическое упражнение? Ну, физуха крайне важна вообще. Мы все-таки животные. Вот, наш организм предназначен для того, чтобы двигаться. И при отсутствии движения, все в курсе, что есть такая штука, как атрофирование мышц. То есть при недостаточной нагрузке организм и вообще вся система эволюции очень стабильная, очень понятная, очень логична. То есть если ты не пользуешься какой-то своей функцией, значит не надо тратить на нее энергию, потому что энергия всегда была в дефиците. И задача любого живого организма — эту энергию максимально эффективно расходовать. Если мы мышцами не пользуемся, они атрофируются, они становятся тоньше, меньше. Точно так же человек не пользуется мозгом, не пользуется какой-то функцией своей. Она постепенно отходит на задний план. Но наши мышцы — это орган, это очень большая масса нашего тела. Мышцы не только помогают нам двигаться, в них еще есть очень много интересных функций. Например, наше сердце — это, естественно, насос, который прокачивает кровь по нашим основным артериям. Но это не единственный механизм снабжения кровью. То есть если у человека плохо работают мышцы, в частности, например, атрофированы икроножные мышцы, то подъем крови с нижней части, поскольку мы существа вертикальные, нам нужно преодолевать силу гравитации, в том числе и кровотоком нашим. Если мышцы не помогают работать сердцу, то, как правило, у этих людей начинаются отеки, либо проблемы с ногами, с варикозом и прочее. Вот. И, естественно, все остальные мышцы точно так же начинают продвигать нашу кровь, двигают нашу лимфу. Лимфатическая система тоже крайне важна, про нее мало говорят, мало знают и не так часто уделяют этому значения, хотя она очень важна. И рекомендую тоже этим заниматься. То есть небольшая зарядочка, с утра встали, растерли себя по линиям тока лимфы, да, собрали, маленько растерли себя, полотенцем, например, можно растираться, если у вас мало времени, вы приняли душ, посмотрели картиночку, как у нас лимфа двигается, по каким направлениям, в какую сторону их двигать. Вот, растерлись, потом сделали разминочку, включили грудные мышцы, включили мышцы ног, мышцы спины. В общем, все наше тело должно работать, иначе рано или поздно возникает дисбаланс. Вот, а дисбаланс уже будет вести к нас либо к перекосу какому-то, либо скруткам, либо еще каким-то негативным последствиям. То есть, поскольку мы симметричные, в идеале бы эту симметрию как-то блюсти и соблюдать. Какой идеальный завтрак, на твой взгляд? Слушай, дело вообще очень индивидуальное, завтрак. Я много времени вообще не завтракал. То есть я с утра делаю такие процедуры, я завариваю травы, как правило, это горечи, потому как у современного человека желчный пузырь работает не так хорошо. Завариваю травы, горечи и антибактериальные, с антибактериальными свойствами в том числе. То есть в нашем кишечнике несколько килограммов бактерий. Вот, какие-то из них наши симбионты, какие-то из них не очень хорошо воздействуют на наш организм, поэтому их численность бы хорошо регулировать. Вот особенно здесь, когда мы находимся в условиях пустыни, да,
стоят дома, между ними проселочные дороги. В большом количестве ходят собачки и кошечки, они какают, писают. Вот, люди тоже выливают нечистоты, каким-то образом там, может быть, отфильтрованные, чтобы просто пыль не поднималась. Потом, естественно, эти дороги высыхают, проехала машина или мотоцикл, пыль поднялась, человек вдохнул, здравствуйте, глисты. В двух словах механизм такой, то есть неважно, тут моешь ты руки или не моешь ты руки, инвазия есть у всех, и патогенная флора есть у всех, и с ней нужно бороться. Вот, бороться самым простым образом, просто не давать ей жрать чрезмерно, да. Видели тоже людей с большим объемом живота, то есть там, скорее всего, не только же висцеральный жир является причиной этого, а то же самое вздутие, то же самое разрастание вот этой флоры патогенной. То есть если человек там попил молочка, сверху закинул сахарка, вот, скушал хлебушка, естественно, вот эти вот грибы, дрожжи и все эти патогенная флора, она очень любит легко доступную энергию, как, в принципе, любое существо. Вот, а сахар это прям бустер для них. Они такие: ура, сахарок, размножаемся, поперли дальше, еще есть место куда. Вот, и человек приходит вот в шарообразное состояние, короче. И вот утренними своими процедурами я как раз маленько борюсь с этими патогенными животными, скажем так. Тройчатка всем известная, да, сбор трав, который там выгоняет глистов и патогенную микрофлору в том числе. Он, естественно, не особо эффективен, но тем не менее какое-то угнетающее воздействие он выдает. И на организм он не так разрушительно действует, поэтому эти вещества можно, более-менее безопасно употреблять там какое-то время. Естественно, там на постоянку пить их нельзя, должны быть какие-то периоды. То есть мы пропили там, скажем, недели там 2-3 месяца, вот, потом поменяли какие-то вещества. Вот. И таким образом я вот с утра встаю, завариваю себе кружку там травки, вот этой вот полезной, там гвоздика какая-нибудь, полынь, горечь какой-нибудь, золототысячник, там, много чего в интернетах можно посмотреть. Это на голодный на желудок? голодный желудок, да, выпиваю, нарезаю там несколько долек чеснока, тоже вот мелко-мелко нарезаю, не жуя, сразу проглатываю, запиваю большим количеством воды, и там полчаса-час не кушаю. То есть вот эта вот вся жидкость, все эти составы проходят через ЖКТ, угнетают вот этих вот нехороших наших симбионтов. Вот. А потом, скажем, в обед я уже где-нибудь вот прихожу на пляж, тут поискупался туда-сюда, в обед уже какой-то прием пищи идет. Вот. В пище обязательно должны быть жиры, крайне важны для мозга и вообще для всех систем, для тканей. Как правило, я вот употребляю жиры животные, то есть, естественно, это с мясом, говядина, свинина, баранина очень полезна. Вообще рекомендую ротацию в питании, то есть, если мы употребляем, у нас обязательно должны быть, естественно, жиры, белки, углеводы, всем понятно. Жиры можно брать как растительные, там, скажем, льняное масло, оливковое масло, еще какие-то полезные, там, это не рапсовое, не какое-то там, не пальмовая пакость. Вот, тем более жиры не должны быть в виде маргаринов каких-то, жидкостей, таких вот составов неприродных, неестественных. То есть это должно быть что-то содержащее, в идеале витамины какие-то, что-то полезное, в общем, для человека. Жиры из яиц очень полезны. Вот, также бараний жир тоже. Мясо, когда человек кушает, он, в принципе, свой организм закисляет так-то при расщеплении вот этого белка жесткого. Организм уходит в закисление. Но если мы употребляем достаточное количество жиров вместе с мясом, например, баранина, та же самая, свинина, то жир как раз у нас восстанавливает баланс, и организм обратно уходит в защелачивание. То есть если мы кушаем не только мясо белковое, скажем, как куриная грудка, да, вот, тогда будет закисление организма. А если жирка туда добавить, например, какого-нибудь того же самого оливкового масла, льняного масла, уже будет эффект не такой жесткий по закислению и защелачиванию. Вот, то есть мы употребляем жиры в нормальном количестве, в достаточном, белки обязательно в большом количестве, желательно ротацию делать. То есть сегодня мы скушали курочку, потом индейку, потом свинину, говядину. Один день вообще разгрузку, например, дали, какую-нибудь чечевицу покушали. И таким образом каждый день у нас ферменты меняются, те, которые вырабатываются для расщепления той или иной пищи, наши железы не истощаются, когда там человек ест вот рис и кура грудь, и, короче, вот он жрет это месяц, и, естественно, у него рано или поздно, кто-то годами это кушает, рано или поздно возникает
обратная реакция организма, то есть перенасыщение организма каким-то веществом, то неплохо бы делать ротацию питания, то есть составляем на неделю там расписание, что сегодня там курица, завтра там говядина, послезавтра вегетарианский день и так далее, то есть чтобы была постоянная ротация, как вторых блюд, ну то есть там рис, чечевица, там что вы кушаете, что вам больше подходит, так и белковых. А жиры, они обязательно всегда должны быть. Вот. Из того, что рекомендую убрать, это глютен, естественно, во всех его проявлениях, пшеница, рожь и овсянка. Естественно, кондитерские изделия все крайне разрушительно действуют на организм. И молочка. То есть из молокопродуктов можно оставить только масло высшей категории. Вот, Сливочное, да? Потому как в ней, да, очень мало белка в нем. Остальные все белково-содержащие, как правило, там, у 90% людей примерно, как и глютен, вызывают скрытую аллергию, которая не проявляться может быть годами. То есть, ну вот если говорить конкретно про молочку, то механизм по расщеплению молочки нужен для того, чтобы молодой организм быстро вырос до какого-то состояния. Вот, человек вырастает до какого-то возраста, там, не знаю, 5, 8, 10 лет, и, в принципе, на определенном возрасте, у всех по-разному, там, плюс-минус, выключается этот механизм расщепления лактозы и усвоения. И дальше молочка уже усваивается не так хорошо. И... Алло, доктор. اللي يسبيك روسي يقول لك هم بيعملوا ايه؟ И, в общем, механизм расщепления молочки нарушается, и она идет, как правило, не в пользу. Вот. Это одно дело, когда там бабушка с дедушкой живут много лет, у них одна корова, вот они к ней привыкли, вот они там много-много лет от нее пьют молочко, у них как-то организм более-менее приспосабливается. А если мы берем молочко в магазине, то есть оно там слито со скольки-то десятков или сотен коров, каким-то образом пастеризовано, что-то там добавлено, чтобы оно не портилось, потому что экономически невыгодно, вот если продукт будет портиться быстро. То есть и его люди употребляют, думают, вот мы пьем молочко, это вот как-то полезно для нас. Ну, ни хрена, хочу вас огорчить немножко в этом плане, поэтому я исключил уже много лет из своего рациона молочку, вот, и чувствую себя лучше. Если хотите, проведите над собой эксперимент, очень простой. Берем, исключаем молочку и глютен весь, но нужно исключить его полностью на 2 месяца. То есть любое количество, попавшее в вам организм, будет вызывать по новой вот эту вот реакцию скрытого воспаления и скрытой реакции, в общем, вашего организма. И через 2 месяца, когда ваш организм очистится, вы сами почувствуете по своему состоянию. Если вы один из тех 10% людей, у которых ничего не изменилось, я вас поздравляю. Вот. Но у большинства будет резкое улучшение состояния и самочувствия. И уйдут даже те симптомы, про которые вы никак даже их связать не могли ни с питанием, ни с молочкой. Просто очень простой, практически бесплатный рецепт по оздоровлению своего организма. То есть хлеб, хлебобулочный, печенье, ничего, макароны? Ничего, абсолютно ничего. Все, что содержит рожь, пшеницу и овес, ну то есть глютеносодержащие. Глютен сам по своей, по химической формуле, во время того, когда он попадает в ЖКТ, он начинает разъедать стенки кишечника. Вот. На эти ранки стенки кишечника попадают бактерии, как правило, грибочки из того же самого хлебушка. Вот. Человек съел пряник сверху, накормил эти грибочки сахарком, они начинают прорастать, и если вот брать вот стенка кишечника, она идет вот таким вот образом, тут образуется какая-то дырка. Вот. И грибы эти начинают прорастать вот так вот, шипообразно внутрь. А потом человек скушал ягодку Виктории, и его обсыпало пятнышками. Аллергия, казалось бы. Откуда аллергия? Механизм простой. В эти дыры в кишечнике начинают проникать недорасщепившийся белок, и он попадает в кровь. Естественно, кровь, наша как защитная система организма, там есть специальные клетки, которые тестируют, что в крови находится нерасчетный белок, и на этот белок организм выдает аллергию, начинает его выбрасывать через кожу, через все доступные ему выходы. Например, такая вот штука. Так что рекомендую попробовать. Мне кажется, вам понравится. Как вот вы относитесь к голоданию? Сутки, 2,
трое, неделю? Слушай, вообще очень все индивидуально. Если вот нельзя же давать рекомендации всем поголовно. Кому-то голодание идет, кто-то от него помрет. В каком состоянии человек находится, очень трудно сказать. Но вообще, как механизм, это очень хороший механизм. Потому что вот сам механизм образования камней в почках или в желчном пузыре, аналогию с рекой вспоминаем. Если идет нормальный поток, там не будет никаких камней. То есть, если в желчном пузыре образуются камни, значит, там есть застой. Этот застой надо убирать. Вот. Самое простое механическим воздействием, обычный висцеральный массаж. То есть, вот эти вот наклоны, например, тоже хорошо помогают перед едой. Наклониться там вниз. Диафрагмальное дыхание. Люди сидят. Нижняя часть ребер давит на печень. Тут же поджелудочный желчный пузырь. Вот в таком положении, много времени. Естественно, там образуется гепатоз, в общем, недостаточное кровоснабжение. Вот. А по-хорошему, при каждом вдохе-выдохе у нас работает вот этот вот висцеральный массаж естественным образом. Но далеко не все люди могут так дышать регулярно, постоянно и про это задумываться. Вот. Опять же, перебои с питанием, недостаточное количество жиров. Вот. Если взять, например, количество жира, употребить сразу же, то естественная реакция организма здорового будет выброс желчи, чтобы этот жир нейтрализовать. Вот. А по поводу голодания у нас был вопрос. Голодание вообще это очень хороший механизм по очистке организма. Когда в здоровый организм перестает поступать еда, спустя какое-то время организм занимается уборкой. То есть он допереработал, что в него включилось, такой, так, надо заняться уборкой, хочется пожрать. И некоторые люди им удается избавиться от каких-то новообразований. Организм выходит сам на охоту, уже более тщательно присматривается к тем новообразованиям. Мои ли это клетки или не мои клетки, или их можно тут скушать, потому как сейчас еды нету, надо с этим как-то бороться. Вот. И некоторые люди даже решали свои прям серьезные вопросы вот таким методом. Но, естественно, я никому это не рекомендую, это просто слухи, скажем так. Вот. Это один из механизмов. Но, естественно, ко всему нужно подходить с умом. Если слишком большое количество времени вы проведете в голодании, то организм будет съедать самые энергетически затратные части свои. А это мышцы, как правило. Ну, самые энергетически затратные это мозг, но он в самую последнюю очередь начинает усыхать, скажем так. В основном уходят мышцы. Вот те люди, кто занимался спортом, может, они набирали массу, сначала набирали массу с жиром, потом начинали жир сгонять, и все знают, что при уходе даже при правильной, там, настроенной идеально диете все равно уходит часть мышц, довольно немаленькая. То есть уходит жир, но мышцы тоже в том числе. То есть вот эти вот голодовки, к ним нужно очень аккуратно подходить, консультироваться с людьми, не знаю, с врачами, общаться, пробовать на себе. Интервальные голодания, например, тоже интересная штука, тоже принцип такой же. То есть, во-первых, тут мы убиваем сразу нескольких зайцев. Во-первых, микрофлора наша, вот при постоянном поступлении еды, поступила еда, они размножились, поступила еда, размножились. Тут мы покушали и там 12-14 часов не едим. То есть у микрофлоры нет еды, и она потихоньку начинает угасать. Вот. Это положительный эффект. Потом возникает положительный эффект, что организм начинает очищаться и подъедать вот эти жировые всякие прослойки лишние и, естественно, новообразования. То есть какие-то времена использовать это было бы клево, но как у конкретного человека состояние здоровья, это нужно смотреть. То есть не всем поголовно, естественно, но как абсолютно нет нигде. Вот. Нужно выборочно подходить к этому, но инструмент по оздоровлению, в принципе, хороший, если правильно к нему подходить. В общем, рекомендую вам заниматься своим здоровьем, быть чувствительным к тому, чем вы занимаетесь, что вы в себя суете, вот, что из этого получается, куда вы расходуете свою энергию. То есть у составляющих здоровья очень много частей, как эмоционалка, как физуха, как вы общаетесь с близкими, с окружающими, к чему вы стремитесь, что вы представляете себя, чем вы хотите быть, чем хотите заниматься. Вот. И чем чаще вы будете обращать внимание на свое тело, тем лучше будет откликаться ваш разум на это.
Потому как мы создания физические, как ни крути, поэтому за нашей физухой нужно следить очень внимательно и тщательно. Не забывайте про себя, про свое тело, не забрасывайте это дело. Встать со стула, делать 5-минутную зарядку пару раз в день может каждый. Вот, вообще, независимо от физического состояния практически, но это не совсем уже, если дрова, конечно, лежачие там. Тем не менее, каждого здоровья это дело ваше, личное. Вот, и подумайте над тем, что если вдруг здоровье куда-то денется, как будут страдать ваши близкие, родные, ваши самые близкие люди, которыми вы дорожите. Вот. И нужно ли оно вам? Может быть, стоит немножко подумать об этом заранее и как-то позаботиться о своем состоянии и о том, чтобы не обременять грустными мыслями и действиями из вашего окружения и вас самих, естественно. Чем вы больше будете в силах, тем больше вы сможете сделать доброго и светлого окружающим вас людям. Будьте здоровы!